Очень часто компьютер начинает неожиданно лагать, тормозить и вести себя так, как обычно он себя не ведет. Иногда проблема появляется даже после переустановки системы. Свойственно это большинство компьютеров на Windows 10. И одна из основных причин подобных недугов – моментная нагрузка жесткого диска или SSD на 100%. Если же вы столкнулись с такой проблемой, то это видео специально для вас. Сегодня я расскажу, как можно исправить подобные болячки или минимизировать частоту их появления. Итак, вначале я советую отключить ненужные вам службы Windows. Windows Search. Служба отвечает за индексирование файлов для поиска. Если не пользуетесь поиском или есть время подождать, пока найдется файл, то отключаем. На SSD отключаем обязательно. Темы. Служба ест много ресурсов памяти. Если темы не нужны, отключайте. Удаленный реестр. По описанию службы все понятно. Для домашнего ПК советую отключать. Маршрутизация и удаленный доступ. Тут так же, как и с удаленным реестром. Отключаем. Windows Update или Центр обновления Windows. Всегда советую обновлять систему по своему личному расписанию или по необходимости. К примеру, я всегда держу службу выключенной и включаю раз в полгода для планового обновления системы, что и вам советую. Служба политики диагностики. По описанию и так понятно, за что отвечает служба. Если вы не пользуетесь диагностикой неисправности Windows, можете выключать. Если она вам понадобится, ее легко можно включить в любое время. Также, если не помогло отключение предыдущих служб, можете отключить службу Superfetch или Sysmain. Но обязательно проверьте, помогло ли отключение этой службы. Если нет, советую включить ее обратно, так как функция в основном полезна и работает с кэшем, что обычно позволяет ускорить работу Windows. Если же после отключения этих служб проблема не решилась, советую сделать дефрагментацию диска, чтобы ускорить его работу и обработку информации. Но помните, что дефрагментация полезна только для жестких дисков, то есть для HDD. Если же у вас стоит SSD, то дефрагментацию диска проводить нельзя. Я советую программу Perfect Disk. В ней легко и удобно можно выполнить дефрагментацию, а после анализа диска программа сама подскажет рекомендуемые действия. Сразу предупреждаю, что дефрагментация дело длительное, и в это время желательно не пользоваться компьютером. Для примера, свой диск на 2 терабайта я дефрагментировал 8 часов. На этом все. Надеюсь, видео оказалось полезным. Если остались вопросы, жду вас в комментариях. Всем удачи, пока!